Okay. Итак, We're going to start as soon as мы everyone is seated. начнем сразу же, как только все найдут свои места. The panel is ready. У нас уже все готово. Okay. Итак, Questra World. Vamos. Questra World. The sooner you find your seat, the Как sooner только we вы can start. найдете, рассядетесь все по своим местам, мы сразу же начнем, продолжим наше мероприятие. Don't worry, people who are late, they will join us in a minute. Пожалуйста, пожалуйста, не беспокойтесь о тех, кто опаздывает, они зайдут и присоединятся к нам позже. А если вы уже здесь, пожалуйста, рассаживайтесь по своим местам. Okay. Are you ready? Итак, вы готовы? Yes or no? Да или нет? Excellent. Отлично. All right, ladies and gentlemen. Итак, дамы и господа. You know, a lot of people, I can see a lot of people Очень много like to take людей, a lot of pictures. которые Don't worry, we have фотографируются. time. We can do it a little bit later Пожалуйста, as well. давайте мы попозже этим займемся. Okay. Итак, Our next guest у speaker нас следующий наш is докладчик. the financial project Это финансовый manager проект менеджер of Atlantic Global Atlantic Banks. Global Bank. He's also the chairman Также он of the является председателем Association ассоциации of Chartered Accountants Chartered of Accountants Great Britain. Великобритании. Ladies and gentlemen, Дамы и please господа, put your пожалуйста, hands together поприветствуйте for the one and only Mr. Kevin Кевина Russell Рассела Smith. Смит. Good afternoon. Здравствуйте. First of all, I'd like to add my Прежде welcome всего, я бы тоже to хотел those that сказать, have что рад already видеть вас given their всех welcome сегодня to здесь this very и important event. поприветствовать вас всех. So I hope that Я you've had a надеюсь, taste of что what today and tomorrow is about. Уже мы все My job прониклись today духом is a little easier мероприятия. than the two previous speakers because I have Много the легче мой benefit доклад будет, чем of the предыдущие двое talented докладчиков. simultaneous translation at the back. И я So надеюсь, что if you do переводчики not happen наши to speak English, I do not have to справятся, speak и они and then wait помогут for тем, somebody else кто to не говорит translate. So that makes по-английски. it much easier for И me я and думаю, hopefully что much easier for you also. гораздо легче работать именно так. I would like to И я introduce бы you to хотела an area представить today вам that's been referred to in the last такую зону, где мы two работаем presentations. на сегодня. And it's an area that's already starting to have a very major impact Эта on зона our уже lives, имеет even if you наибольшее don't realize влияние, it. даже It если мы really это is не до конца invading every осознаем. possible part of our lives. But even more important than that, it's an area that is due to grow exponentially in the coming years. Момент, то, что эта зона будет только расти. Итак, я хочу поприветствовать вас в мире финтека. It's been mentioned. Now, И как I уже don't говорили, know упоминали people's финтек, experience что in это the такое fintech world here today. So что the такое purpose of this Fintech World сегодня. presentation is Я very добавлю much кое-что в своей to look презентации, at и, understanding может fintech. быть, мы должны что-то рассмотреть более детально для понятия. Это очень детальная презентация, и она содержит очень много слайдов. Что я хочу сегодня сделать? Я хочу относительно быстро, бегло ознакомить вас с презентацией. Она будет доступна после мероприятия, и некоторые слайды мы просмотрим действительно очень быстро. После того, если у вас возникнут вопросы и желание взять эту презентацию, вы можете спросить у организаторов, и они смогут вам ее дать. Иногда в мероприятиях такого формата трудно достаточно вникать во все детали. Но что я буду делать сегодня, это я пройду с вами через, рассмотрим несколько вопросов и поговорим о структуре финтека.
how are banks responding? Because Fintech is having a major impact on the financial world and on banking. And it's important for us to understand their role. They are big financial players with a lot of assets and a lot of investment ability. So we need to understand how they are going to be involved or not be involved in Fintech in the future. I'm also going to look at some of the major players in Fintech and what are the different sectors that it really looks at, and who are the leaders in this region. And then we're also going to look at some of the different systems. So down the right-hand side, there's a lot of detail about how the actual systems work. But again, I'm going to try and keep that to a process that is quick and easy and interesting for you today, rather than actually getting too buried in the detail. So, what is Fintech? Что же такое Fintech? Even for those of you that haven't had any involvement in the past, I think it's fairly obvious, really. Fintech is finance plus technology. It's a very simple word that's its roots are very, very obvious. I think the most important thing to say from the very, very start is it is a very hot direction in and around technology. Its growth, as I have already said, has been massive from a standing start very, very recently, but its growth is exponential already and will continue to get bigger and bigger and accelerate faster and faster. So if you don't know much about Fintech, you really should be. And so hopefully that's what I'm going to help you to start to understand a little more about today. So, even if you can't necessarily see the detailed numbers at the back, this is the sort of shaped graph that we all like to see in any business. So from 2010 to 2015, you can see that the steepness of that graph. And it's gone from 450 million only a few years ago to 1.1 billion in 2015. So it's a very, very rapidly growing area. And it's covering many sectors, but as every month goes by almost, it covers more sectors in more ways. So it isn't just that the take-up of it is growing, it is like any rapidly emerging technology, it's how it grows. So think of social media, if you will. Social media started with one little part and then grew to different parts, and then you have all of the other aspects of social media, and everybody's doing things in a slightly different way. And that's exactly the case with Fintech. It's a revolution, it's really big. We saw earlier about the investment in Facebook that went from 7.2 billion, I think it was, sorry, 7.2 million, I think it was, to 7 billion in the space of 9 or 10 years. And that's the sort of thing that Fintech is going to be representing also. So it's a revolution just along the same sort of lines as social media was, but in the financial world rather than the more social world. But it's already made massive changes in the traditional value formation change. As I said, you'll see later on in the presentation that it's impacting so many different ways. Some of it obviously, and some of it just behind the scenes. But we will go through those in a while. So, again, phenomenal growth. Феноменальный рост финтека. Когда вы посмотрите на цифры, как бы вы ни посмотрели, вы видите, что это подтверждено с 930 миллионов до 2,97 миллиардов в 2013 году, как показано на таблице. А раньше, много лет назад, мы наблюдали, как растут цифры и становятся все
больше и больше. Мы взяли эти данные немного с устаревшего отчета, но вы видите эти данные. В 2013 году это было 3 миллиарда, и проектированные будут увеличиваться данные. И почему, какой драйв этого роста? Почему рост наблюдается? Я думаю, на самом деле в этих районах этот рост наблюдается из-за коммерции, мобилизирования коммерции. Во многих странах, если вы посмотрите назад на эпоху мобильных телефонов, у нас были телефоны большие размерами, и потом цифровые появились. И эта аналоговая система со временем развивалась и изменялась посредством денежных финансирований. И таким образом страны, которые не имели доступа к таким аналоговым технологиям. И то же самое происходит с финтеком. И в развивающихся экономиках у нас наблюдается такая же инфраструктура финансирования. И более которые развитые экономики, например, Африка, Азия, они двигаются в направлении финтека. И это также дистрибьюция новых моделей, мультинизирования, использования софтвера, программного обеспечения. Это все аспекты. И также послабление регуляторов для финтека является очень важным. Финтек не является таким, как традиционный банковский орган. Он, конечно, меняется. И на сегодняшний день много возможностей, которые есть в наличии финтека, посредством такого нетрадиционного подхода. И это большой объем, и у вас может быть или виртуальная, или электронная какая-то платформа. Если вы посмотрите на традиционный метод старого банковского подхода, он занимает больше времени, и для роста это тяжелее. А когда вы имеете уже виртуальную платформу, она является быстрее и легче на такой шкале. И это нужно нам для развития по современным решениям. И все данные, компьютерные технологии, которые имеют на сегодняшний день, сделали это возможным, как не было возможно 2 года назад. So what are the major uses? I've already suggested quite a lot of them. But if we just look at some of the obvious ones, you've got payments and money transfer. You've got lending, and lending in a very specific form, and this is crowdfunding. So it's person to person, it's peer-to-peer lending. It's not just the traditional method of people putting money in a bank and a bank lending to people. And that's actually revolutionizing the lending market, because again it allows many individuals, many small and medium-sized enterprises to obtain loans that haven't traditionally been able to, and it also enables lots of different versions of that. Again, a whole section later on peer-to-peer lending. And then there's insurance or personal finance, there's real estate and retail banking, and a lot of this is done with electronic money transfers, cryptocurrencies we've already heard about a little today, and the way that works, the way that moves is through something called a blockchain, where it all comes together and it's all moved virtually. So
Fintech is operating behind the scenes in things like blockchains, but it's also operating very much in front of everybody in terms of payments and money transfer. So a lot of these, again, there's some more specific detail a little later on. And again, I guess the one that sweeps up a lot of the others is number 8 down here in the corner. So markets and exchange and data. Because at the root of all of this is data. One way or another, it's data transfer enables fintech to progress and happen. Операции различные и рыночные операции. So, the market structure. It's based around companies in every possible form. But there are many different types of players, and they all play different parts of this revolution. So you have payments providers, you have the software, and again, the software manufacturers. They might not be involved necessarily in the shop front, as it were, but they're very much involved in the back office. You've got the platforms, and a lot of this is, again, the platforms that enable people and businesses to take advantage of fintech. And then again, you've got the data and analytics. So this information is taken from PricewaterhouseCoopers. But if you look at all of the big institutions that are involved in the financial world, involved in the business consulting world, everybody now has a very, very big focus on fintech. Everybody is beginning to realize, or has realized a few years ago, that you cannot ignore this. All of these different things coming together are so important to the way that every one of us in this room is going to be conducting business in the future, that it just cannot be ignored. And I think perhaps the most important aspect of what I've just said is not just that it's going to change how you do things, it's going to give you many more opportunities to do things and many more opportunities to make money. And the reality of life is, if you don't, somebody else will. And I always feel, as a businessman, as a banker, I always feel that business is rather like an aeroplane, if you will. So unless it is moving forward, it will drop out of the sky. Unless your business, your financial business, your corporate, whatever it happens to be, unless your business is moving forward, it will drop out of the sky. And the way to move forward at the moment, without doubt, is fintech in one form or another. Двигатель, который сможет помочь нам в настоящий момент. So what are the trends? Ну что же такое тренды? This is trends by definition are the way things are going. It's become a very popular word on social media, hasn't it? What's trending? What it means is what's popular. What is the way the world is evolving? The difficulty with it, though, is the speed of progress is actually very, very fast. And so which particular trend is at the top of the pile, as it were, varies as each month certainly goes by, but sometimes as each week goes by almost. So the retreat of the banks. I mentioned earlier that one of the problems that traditional banks have in terms of changing is their very large fixed asset base. They have branches.
And they also have systems that are deeply embedded in them. They have thousands of staff, very structured systems. You apply for a loan, it goes through a big process. I actually started my career as a bank analyst, so analysing companies wanting to borrow money. And it's a very slow, detailed process, analysing 5 years' worth of accounts and projections into the future and what the business will do and what the market might do, etc., etc. But Fintech allows a very, very different approach to that. But much more to the point, the businesses that are really taking advantage and driving Fintech forward have a very different approach, and that's the most important thing. They're looking at things and using the data in a very different way. So they're not held back by the fixed assets, they're not held back by the fixed views. So the banks are finding it very difficult to keep up and to sort of change their mindset as well as to change their business model. You see that in the use of multiple channels. So most of us have many different ways into, yes, the banks. You can use your telephone banking or your mobile phone or whatever it happens to be. So yes, the banks are adapting, but not quickly enough. So what Fintech is able to do is actually largely to do away with the banks or the traditional banks and provide these systems without that. But again, because it's a different approach, it's a much faster approach. You also get a new type of investor that are interested in working with people and finding their solutions. Again, once you've got a big historic business, a bank, an insurance company, they've all got these models, so their sort of approach is very much a case of, okay, so how can we adapt because that's what the people want? But actually what they're trying to do is to make their business work. What the new Fintech players are very interested in doing is, well, we've got a broad, empty piece of paper here, so what do the people want? What do you want? What do you want? How can we help you? And then taking that back and then designing something to help what is actually wanted, as opposed to the bank stance where, well, this is what we've got and this is what we really want to deliver, but I suppose we'll change it a little bit because you want something slightly different. So again, it's a totally different approach. And there's a whole new set of partnerships evolving as well, between banks, between corporates, between venture capitalists, and you're seeing mergers of interest in cooperating, because many of the banks are beginning to realise actually they're going to lose out unless they work with somebody because they just don't have the expertise of their own. So some of the major new steps, as it were, in Fintech is banking technology. As we've said, there is a big shift in any event towards technology. Payments innovation is one of the biggest. There are many new ways of payment and modernization of payment models. So to use one example, Kenya. So most people wouldn't put Kenya on the map as being the sort of most advanced financial player in the market. They developed a system called M-Pesa, which many of you might have heard of. So many people in Kenya did not have banks. They had no access to banks. There simply weren't the branches. They didn't have ability in any way. So a system has developed where basically you use your phone as a bank. So everybody can transfer money. I can transfer money to somebody in Kenya on their mobile phone. They can take their mobile phone to any one of tens of thousands of little shacks in the middle of the desert somewhere. I'm not exaggerating. It's really true. And
И они могут снять деньги. Они показали свой телефон, и посредством этого телефона, это как, например, пойти в магазин и взять деньги там наличку. То есть это революция, которая происходит в финансовом секторе в Кении. И M-Pesa теперь распространена в 6-7 других странах. И это идеальный пример того, как решили проблему, которая была у людей. И это банкинг, технологии и также оплаты технологий. И следующее — это виртуальная валюта, биткоин. И опять-таки я говорю, что это началось несколько лет назад. Люди не понимали, не контролировали, как это работает. И статистику предоставлю вам по этому чуть позже. Финансирование бизнес-процессов — это одно из самых сложных задач. Это стартапы. Нормально, обычно банки смотрят, чтобы у вас были 3 года уже бизнес, какие-то гарантии нужно предоставлять. И опять, если вы используете такой неоднородный подход финтека, который предоставляет кредиты разными формами, и также для индивидуальных бизнесменов, это не только быстрее и проще, но и вся система оснащена для помощи человеку. Единороги или unicorns, финтех. Что это значит? Это бизнес, который насчитывает $1 миллиард. Я знаю, это один из тех слайдов, который детально описывает процесс. Вот вокруг этого здесь на рисунке много компаний. Это все они единороги, и они являются частью финтека, частью и ритейлеров, и недвижимости, и страховки. И опять еще предоставлю больше деталей позже. 42% юникорна — это в кредитном секторе. То есть есть конкретное разделение на залоговые и на то, что является активами. Справа, сверху вы можете видеть, это Lending Club, это самое большое человек к человеку бизнесу кредит, который базируется в Америке. 4,6 миллиардов долларов было выдано на стартапы. Я думаю, это произошло в 2008 году. И потом увеличился быстро процесс, пошел на 29 миллиардов. И если вы будете использовать эти технологии, это онлайн-система кредитов. За минуту можно оформить, получить ответ и получить деньги. И также они придают страховку и защищают вас посредством выгодных. Самая большой в мире рынок продажи и покупки биткоина. И я скажу, что на этой платформе сейчас 6 миллиардов долларов кругооборот торговли. Это мобильный мир, как я сказал, и 6,3 миллиона клиентов. Не нужно открывать какие-то точки для банковских
операций. Еще один слайд, где я расскажу. Может, вам не видно хорошо эту картинку, но больше и больше компаний в каждой части финтека. Если вы не можете прочитать их названия, просто посмотрите, это банкинг, корпоративы, биткоин, глобальная цепочка. И эти все, они приходят. И количество сделок составляет самыми рыночными лидерами финтека. Вы видите слева. Самой части левой слайда вы можете смотреть инвестиции в финтек, торговый капитал, и вы можете смотреть, в какую компанию именно инвестировали. И если вы посмотрите, вы можете найти много в главный бизнес, коинвесторы. Показывает опять, что много наблюдается инвестирований между торговцами. И также наверху вы можете видеть капитал, сколько инвестирован в разного рода бизнесы. И количество бизнесов и размеры их увеличиваются все время. Много разных статистических данных на этом слайде. В среднем это $50 миллионов, 6 миллионов. И это инвестиции в бизнес, конечно, превышают это число. Вы видите финансовый рост, наблюдается и спад, и наращивание. В 2015 году наблюдалось снижение роста, но тем не менее это широкорастущий рынок, и с потенциалом замечательным. Какие самые большие сделки мирового масштаба? Вы можете увидеть, что у вас есть уже установленные рынки, например, американский, Англия. И интересно то, что еще развивающихся рынков много в Азии, как я уже заметил. И это только установившийся финансовый рынок и развивающийся. И у них много чему еще должно поступить на эти рынки. Это я расскажу позже, почему некоторые из таких рынков растут разными посредствами. А здесь первый, номер один, это в Америке получил $1 миллиард. Сделка. Самые большие транзакции были в Америке, но тем не менее много рынков и сделок увеличиваются в своем количестве. Показывает самый доминирующий сектор. Не очень хорошо видно, но вы видите наверху, в соответствии с этими цифрами, показывает вам 29% кредитов, и количество юникорных компаний больше составило больше миллиарда. И куда же идут инвестирования? Опять это финансирование, это финансы, кредиты, мобильный кошелек. И опять все те позиции, о которых я рассказал, похожи. Как бы вы ни посмотрели и не анализировали эти цифры, может, на слайдах, вы можете увидеть все равно, что тренд
тренды показывают, что финтех работает и результативно. Немного сложноватая картинка с правой стороны. И что я хочу показать, это то, что молодые и стартапы несут опасность для уже традиционного ведения бизнеса. Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan банки инвестируют во много компаний, потому что они не хотят отставать. Они инвестируют из-за того, что они хотят понять экспертизу, опыт, перенять для развития своей системы финтех, или же для того, чтобы просто они видят потенциал в инвестировании таких массивного роста, как мы уже посмотрели на примере Фейсбука. Вот показывает вам много банков, которые инвестируют в те же компании. Ко-инвестиции, совместные инвестиции можете называть как хотите. Я уже сказал, когда я говорил о совместном финансировании, это не только банки финансируют или партнеры, это очень все запутано там. Что такое банк, что ПСИ, что такое корпоратив. Сейчас, если вы посмотрите на, например, Amazon could be classed as one of the biggest unicorns of all time. Можно его назвать самым большим единорогом как бы всего времени, потому что это ритейлер, и оно на сегодняшний день находится там, потому что у них изощренная натура ведения процессы. И сейчас они стали настолько большими, что они хотят сами инвестировать вместе с банками в другие сферы. Много кооперативов, в особенности в Силиконовой долине, которые инвестируют опять то же, что я говорил, мега-единороги, юникоры. И у них есть преимущество. Сначала они понимают важность технологий, построенных на системе облака, лучше понимают, как в сравнении с другими традиционными инвестиционными организациями. У них есть детальные знания о том, как работать с этими технологиями. And on another front, what we're finding is fintech is growing so rapidly that you're getting a whole number of different cooperations. So I know it was mentioned something earlier about me being in the accounting world, but you can get lots of instances where 2 + 2 = 5. Or 2 + 2 + 2 = 9. Очень часто мы можем встретить такие 2 + 2 равно 5. Мы всегда можем попробовать сделать что-то самостоятельно. Но если делать это с кем-то и в новых возникающих корпорациях, совместных каких-то проектах, если вы работаете вместе, если, например, кто-то начинает делать что-то сам, и вы делаете какой-то проект сами, это тоже хорошо, но иногда легче и лучше именно объединить усилия. Если вы посмотрите на эту схему, вы можете увидеть кооперацию различных структур related services, actually between them they can really take on the banks and the other financial players without actually needing them at all, simply by replacing them by the different activities that they're doing. Различные виды активных действий, работы могут быть объединены.
PayPal started out as a payment service, but then so the orange line for PayPal comes along, and it's now in online acquisition and SME loans and P2P remittances. So sometimes they simply work with others. Sometimes the bigger, more successful ones actually broaden their services and activities, and they think, well, we're doing this, we've already got a good database, we've already got a lot of good knowledge, so let us broaden that out into doing something else. So Square in the top left-hand corner actually again is involved in 4 different sectors. So again, it's just the speed of change. They are the ones that are recognizing the need to get in there and to do something fairly quickly. Payment systems. It's one way or another one of the most important sectors, as we've said. So between 2010 and 2015, there was a 4-fold increase in the number of payments sent using Fintech. And that rate of growth is still growing very, very rapidly. So part of that, admittedly, is the presence of the tech giants. So Google and Apple and Facebook in the fintech market. So these companies have developed their own payment systems. So with an iPhone now, you can pay simply with your iPhone as opposed to having to go through a bank. So some of that growth is explained by that. But a lot of it is totally separate to that. But I think one of the really big growths, or the reasons for the growth, is younger people. So you look at children now. I'm old enough that I grew up mobile phone. What's a mobile phone? I very much remember when I worked for a bank, the bank had 2 phones. And I was in one car with a big mobile phone, and a colleague was in another car with a big mobile phone. And we thought it was fantastic that you could phone between cars. And sort of, where are you? Will you be long? Whereas now everybody here has got 2 phones, one in your left pocket and one in your right pocket, or whatever it happens to be. So the world is changing. But you look at children. If I don't understand something on my mobile phone or my iPad or whatever, I say to my 19-year-old daughter, can you do that? And it's done. Because they've grown up with it. And you look at children this big now, and they seem to, well, I don't know, it seems to be hardwired into them now. And using that growth, they expect different things, and rightly so. So they're more engaged in payment applications using their phones. For us, I say us, people my age, it's revolutionary to be able to get a message and say, oh, can you transfer some money to somebody? And I'll do it on my phone. Whereas that's the first way that my daughters would think of doing it. Simply, whereas I might still think perhaps of going to a bank or doing it in a different way, or even getting the computer out. But it's not now. It's the younger generation demands different things. And that brings me back to what I was saying. Banks are seeing, maybe we need to be changing things. But the real movers in fintech are totally understanding what the market wants and then providing that solution. So, again, lots of names. The payment system landscape. What I thought here would be useful to do was to just briefly pull out Bitcoin. So there's a whole little section at the top called Bitcoin payments. So these are platforms that you can trade Bitcoin on. But I mentioned earlier Bitcoin. So it's open source. Nobody really owns it.
nobody really controls it. Slightly weird concept, maybe. It started in 2008, made slow progress for the first few years, but it's the most famous cryptocurrency, classified by the US Treasury as a decentralized virtual currency. But now it has 100,000 merchants worldwide accept Bitcoin in payment. So yes, you can pay by MasterCard or Visa or Bitcoin. And the big difference is MasterCard or Visa will charge you 2 to 3% handling fee. Bitcoin will charge you probably 0%. And it's quicker. So for a merchant, it's free and it's instant. And that's a very good example of why cryptocurrencies, why Fintech is sweeping away the old way that banks and the financial world have been used to doing things. And all of these are different ways of consumers using bank credit cards and e-wallets and what have you, coming across to actually paying the merchants. And what we found when this started was, in many ways, it still needed to go through a bank. It still needed somewhere to work with that. But with the evolution, the revolution of Fintech, what we're finding is that it's simply ending up doing away with the bank. It's using virtual technology to sort of sidestep that altogether, again making it much quicker and much cheaper. So the payment system is sort of fairly complicated if you look at it on a flow chart, if you like that. But what I really wanted to say about this was, don't look at it today and try and think, well, you know, how does that work and where does this bit go? Look at it today and think, there's an opportunity. Oh, there's an opportunity. Oh, we could do something there. The point is, whatever your business, whatever your intended business, there are lots of different areas of opportunity. It may be several areas, but it depends on what your background and what your expertise is as to what specific area. But the point is, because there are so many different aspects of this process, there are so many different opportunities. And again, I've already mentioned mobile phones, iPads as a way of starting the process. And this again sort of shows it going through a bank-type system in the middle and coming out to the merchants at the end. But as I've already said, really, you can do either. You can mix the old and the new, or increasingly, it's simply the new moving the old to one side. So, there are many different innovative solutions. Without, I guess you could say that all of them are quicker, safer and easier for everybody involved. The traditional banking system cannot survive alone. The reason that we've seen the Citibanks, the JP Morgans, the Goldman Sachs, all of those sort of banks investing billions in the sector is because they've already woken up to the idea that they cannot survive alone. I don't know, again, another slightly strange analogy, but go back to when the car was invented. It's no good trying to keep your horse and just make some slightly nicer shoes for it so that it runs a little bit faster. If the world's moving towards cars, then you're going to be left behind. You need to come up with a car, not try and keep the old model of the horse and just make it look slightly nicer. So that's, I think, where we are with banking and Fintech.
And the smart banks are recognizing that. Это And they're going именно about может it in быть different технология ways, смарт-банков, but one way or another, но they're recognizing that. это новые технологии на базе I just wanted to pick out a couple of these Также я here. бы хотела, чтобы вы посмотрели International payment issues. о международных платежах, о транзакциях. С банками вы должны надеяться, рассчитывать и проводить международные транзакции. Вы должны иметь банка, получателя и отправителя, и опять же вы должны контролировать именно валютный курс, как долго это занимает, насколько медленно занимает, насколько медленно идет процесс. И иногда это превращается в настоящий кошмар, просто потому что, может быть, мое имя было написано неправильно, или какая-то цифра в номере указана неправильно. И, может быть, ну хорошо, пусть даже счет написан правильно, а вот в имени сделали ошибку, и пока банки между собой все это выяснят, и опять это столько времени и дополнительных расходов, что технологические решения в настоящий момент, они по-настоящему облегчают решение этих вопросов. Вы можете посмотреть позже. То есть вы видите оплаты через Snapchat, через Facebook, Apple Pay, Google Wallet, Google кошелек, Яндекс кошелек и так далее. Не имеет значения, как меня зовут. Я отправил деньги человеку, и они дошли по направлению очень быстро, легко и правильно. Again, a fairly detailed slide. И опять слайд, о котором я хочу сказать, что это постоянный развивающийся процесс. Я не хочу разные позиции здесь просматривать, как развивается сама система. Это постоянные изменения внедряются. И игроки Fintech находят более безопасные, дешевые способы ведения бизнеса. И опять вернуть к самолету, как он двигается вперед, значит, бизнес идет хорошо. Итак, цифровые платежи. Синяя линия, темная — это 15-й год, а поменьше — это 20-й. Первое показывает вам платежи онлайн. 94%, из которых в 2015 году, которое сокращается до 65% в 2020. Когда вы посмотрите сначала на эту статистику, она может вас неправильно понять, но показывается внизу мобильные платежи, платформы краудфандинга, кредитов и так далее. Это все растет. И что происходит? Что платежи, которые осуществляются онлайн, будут больше, чем вот эти все цифровые платежи, и займут большую часть рынка. Они будут развиваться, и в дальнейшем это наша проекция на будущее. И эта линия будет ближе. И опять цифры. Мы возвращаемся к ним опять. Если вы посмотрите на таблицу, это хорошая таблица для бизнесменов, которые хотят постоянно видеть этот рост с 20 до 50% до 2020 года будет рост 5 миллиардов. Это размер рынка и сделок.
Это рост в секторе платежей финтека и дает вам представление о том, какие самые большие рынки. 770 тысяч миллионов в Америке, потом Китай, потом Англия. И опять, что нужно понять, как этот рост растет. Я говорил уже о кредите как самом большом секторе. Если я выберу какой-то из них, например, это цикл финансирования, фандингов, это онлайн-процесс. Он поднялся в 2015-м 150 миллионов долларов от инвесторов, и это его сделало самым высоким ростом среди компаний в Англии. И даже государство инвестировало туда, потому что они понимали, что они смогут осуществить те задачи, которые не может осуществить банк, стартап-бизнес, и получить эти финансирования, которые банки не заинтересованы как таковым. И они понимают, и они поняли целый рынок, и что нужно потенциальным клиентам на этом рынке. И один из драйверов и движущихся рычагов — это низкая процентная ставка, что поощряет индивидуальных инвесторов смотреть, что можно сделать с теми деньгами, которые у нас есть, потому что может посмотреть на биржу, это будет захватывающим для нас. И много обычных людей инвестируют в свои вот такие платформы циклов финансирования, и потом выдаются кредиты, например, каким-то компаниям, и они делают это умным способом, например, 30 тысяч инвестировать в 10 компаний, то есть они балансируют свои риски, и в том, что это низкая процентная ставка. И опять-таки это соединение всех составных. Это эффективно, потому что банки иногда, конечно, имеют разницу депозитов и то, что они запрашивают. Извините. Итак, банки и финтех. Я уже касался позиции о тех органах, что банки очень хорошо организованы, и на настоящий момент финтех-кредиты имеют более свободную систему кредитирования, и они играют очень важную часть на рынке. И эти нормы будут более контролируемы. Мы видим уже, что эти органы усиливают такие нормы. Но если вы хотите как волонтер, и мы видим, что эти финансирования учреждения очень являются доверительными учреждениями, они менее контролируемые. И много из них, из таких игроков, я говорю, что
Что касается P2P, человек к человеку бизнес, это традиционные формы. И все у вас есть какая-то история с кредитами и опыты. И одна из самых больших в мире. В зависимости, на каком позиции вы находитесь, с какими банками подвергаетесь риску, меньшему или большему, и разные игроки на рынке есть. И в зависимости от того, вы можете брать определенную сумму. У них уже является установленная модель банковская, например, 999%, например, они не заинтересованы в ведении бизнеса с вами, уходите. А у финтека очень другая модель и подход. Они на самом деле имеют модель, которая смотрит на вас, соцпрофиль, как на вас, как на человека, на ваш подход к жизни, на работу. Детальный алгоритм разработки этого системы, но другим подходом. Возможно, вы не можете получить кредит традиционным методом, но вы можете получить его и с нетрадиционным, как финтех. И еще одно большое дело — это то, что получается ответ. А банки требуют более время для того, чтобы дать какой-то ответ. Они спрашивают вам больше вопросов, задают. Я выбрал историю получения кредитов, но там много других позиций также. Когда покупатель, она говорит о том, что покупателю нужно. Например, что мы хотим тоже, как сторона, дающая кредит. И почти в каждом секторе финансирования есть альтернативы такого финансирования. И опять посмотрите, если это P2P кредит, краудфандинг или прямой кредит, в какой бы сектор вы ни поступали или не рассматривали, много разных возможностей. Или вы провайдер платформы, или разработчик обеспечения. Много возможностей является в наличии. И, возможно, самым тяжелым это является захватить, потому что все так спешит. Это всегда проблема идти в ногу с такими новинками. Я думаю, что этот слайд имеет наибольшее количество рисунков. Это тоже сообщение, брокер, краудфандинг, прямой кредит, благотворительность. Как вы бы ни посмотрели, больше и больше компаний вовлечены в и секторов в возможный аспект. И я хотела это показать, чтобы вы понимали. Это не только несколько компаний, о которых вы слышали, но их сотни. На сегодняшний день является очень важным бизнес-формат P2P, человек к человеку. И без финтека он бы не существовал. Без финтека этот тип не существовал, и вы не смогли бы произвести свой рост из нуля до того
до той позиции, на которой вы находитесь сейчас. И, как я уже сказал ранее, это революция для инвесторов, даже маленьких. То, что, например, даже пример, какая-то леди инвестировала там 30 тысяч, но она получила намного преимуществ. Это как вы инвестор или провайдер финтека, финтек-сервиса. Но настоящая революция в том, заключается в том, что предприятия малого и среднего бизнеса могут воспользоваться этим форматом. Конечно, много конкурентов на рынке. Например, 3 из них представлены на рынке Америки. Когда я уже говорил, это кредитный клуб выпустил $5 миллиардов. Но если вы рассмотрите внизу, посмотрите, апстарты сфокусируются на молодых предпринимателях, у которых не было такой кредитной истории до того. Это предоставляет вам больше возможностей идентифицировать продукт, который на самом деле эффективен. Как я уже сказал насчет страховки, что касается P2P кредитов, это большой сектор, где много видов такой страховки, они бы не существовали, если бы не финтех. Это как у вас в машине коробка есть, и она говорит, сколько вы уже проехали. И много также страховки, покрывающие здоровье. Они соединены с вашим, например, мониторингом сердцебиения и так далее. Много таких продуктов соединены с вот такими новинками технологическими, которые вы не могли бы иметь доступ, если бы не финтех. И сократить также стоимость. И, как я уже сказал, может, вы не знаете, как играет финтех большую роль в нашей жизни, но вы можете себе представить, насколько это важно. Много стартапов также находятся в секторе здравоохранения, и они соединяются с какими-то упражнениями или отчетами о здоровье. И инвесторы понимают всю закономерность, и у вас если какие-то заболевания, и даже на вот этом гаджете на стороне вы можете посчитать, вот сколько ударов, и все эти гаджеты, они соединяются с этим рынком страховки. И облачная цепь, я не буду в деталях рассматривать, но это глобальная цепь составляет платежи финтека. Это не только новые маленькие компании, которые присоединяются к этой цепочке, но это 40 уже состоявшихся банков мировых, которые находятся в этой цепочке. Deutsche, HSBC Bank, Goldman Sachs. Эти все большие учреждения являются игроками этой игры, потому что рано или поздно
Вот эта цепочка является цепочкой дистрибуции, она закодирована и позволяет осуществлять трансферы и платежи с одного ресурса в другой. IBM подсчитал, что эта цепочка может сократить на 20 миллиардов инфраструктурные какие-то издержки. Вы можете понять, 20 миллиардов долларов в год. Итак, что же очень так поверхностно мы рассмотрим, как взаимодействуют эти цепочки. Вы делаете оплату, и какие еще стороны вовлечены, вы вот видите на слайде. Может быть, вы за столом сейчас просто быстро просмотрите и увидите больше деталей. Можно будет потом рассмотреть этот вопрос более детально. И также блокчейн, цепочки, финтех во всех аспектах жизни. Я уже упоминал о проплатах, но также вы видите, что они используются в различных аспектах жизни, страховые компании, смарт-контракторы, и, в общем-то, все сферы этой жизни, они могут именно использовать блокчейн, цепочки. И инвестиции в биткоин. Посмотрите, в 2011-2012 году, посмотрите именно на этой диаграмме по сравнению с 2015-2017, вы видите прогресс сейчас. Я могу говорить, продолжать говорить об этом, но нет, просто мир осознает необходимость финтека и работы именно на этих новых условиях. Новый слайд, что здесь мы видим, это опять также блокчейны, цепочки используются также нефинансовыми различными организациями. То есть здесь мы видим опять тот же смарт-контракт, умные застройки, о которых я говорил. И это абсолютно безопасный способ обмена данными. Здесь обеспечивается цифровая идентификация продукции различной и децентрализованная оцифровка документов. То есть все эти вещи, которые здесь упомянуты, они могут использоваться в цепочке. Итак, где же инвестиции? Мы говорили ранее, но здесь немного другая карта. Вот посмотрите. Я думаю, что здесь три главных сектора мы можем выделить: США, Европа и Азия. И есть несколько других секторов, которые сейчас растут. Ну и мы видим там, где практически нет никакого роста. Мы поговорим об этом более детально чуть позже. Итак, вы видели лидера, это США. Почему? Конечно же, это благодаря Силиконовой долине и технологиям. Это те компании, которые являются центром технологий, мировых технологий, и которые именно ведут вперед. И это огромный инкубатор для таких современных подходов и современных технологий. Они в основном расположены именно там. Именно поэтому США является на сегодняшний день лидером.
Next up is New York, so the other side of the US, of course. And the reason for New York is because that's the financial service sector of the US, where the Silicon Valley tech guys are. So a lot of the deals that are maybe dreamt up in Silicon Valley come through New York. But overall, those two parts make the US a very major player. And to put some real numbers on that, this shows you the 10 largest deals in the US in 2015. And that very large circle over on the left-hand side is 1.35 billion was raised by one company in 2015. Admittedly in a series of different investment rounds, but 1.35 billion for one company is huge. So all of those are down in Silicon Valley, and then these are down in New York. И остальные были сделаны, это Силиконовая долина, и вот остальные справа Нью-Йорк. Canada is not a leader by any means, but again, it's just showing. I wouldn't, but so apologies for any Canadians, but I wouldn't put Canada as a leader necessarily of fintech or finance, but it just shows you everywhere, every country is doing something in the region, and some of these are very big names. So it really is sort of spreading everywhere. Конечно же, финтех, он сейчас развивается везде, мы можем видеть эту тенденцию по всему миру. Итак, следующая секция — это one of the three, should I say, big regions is Europe. В Западной Европе. But very specifically two sectors. London firstly, Berlin second. And that is because London is the world's financial center, and Berlin has very many leading programmers and software developers. So again, two different reasons, but nevertheless they are the reasons, and that's the reason that Europe is sort of playing such a role, and the UK in particular is playing such a role simply because of its financial expertise. Eastern Europe and Russia are again, to some extent, playing catch-up, slightly different regulatory issues, but again, it's happening. All of these things are moving forward in different ways. Every country faces its own challenge and its own opportunities. Wherever there's a challenge, there is an opportunity. You just need to be smart enough to find out how to make that work. So, the 10 largest deals in Europe, I mentioned earlier funding circle. So funding circle is this largest one here at 150 million. But again, it shows them being sort of centered around London and the UK. Some others. Asia. Again, I mentioned at the very outset, they've got an advantage in that they don't have the same, they've sort of leapfrogged the more developed world maybe, in that they've got massive resources now to throw at technology. Again, massive deal here, 1.25 billion in India. And all of the others, big deals coming out of China. But India and China, so again, India has a lot of the programmers, China has a lot of the technology. One of the other benefits in India is not just that they have the programmers, but they also have quite weak banks. So again, it's an easier market for fintech to take over. They haven't got the same sort of competition. So a little like Kenya maybe. There aren't the banks there, so let's come up with a system that we can do something and help people look at. So I've tried today to I know there was a lot of information and I apologize for that, but again, you can get all of that later. But I've tried today to get across that
it's growing exponentially. I think I've said that 10 or 20 times. But it is. Fintech is coming. It's here now, but it's growing even bigger. You really do need to get involved with it one way or another, because you can't ignore it. And if you don't work with it, somebody else will be, and you'll be losing out. And there really are, wherever there's a problem in what the system is at the moment, there's an opportunity for you or somebody else. So I really hope that I've given you a bit more of an insight and maybe a bit more enthusiasm to think, you know what, this really is something that I should be getting involved with. So thank you for your time. And speak to you later. Спасибо большое. Ladies and gentlemen, Mr. Kevin Smith. Дамы и господа, Кевин Смит, поприветствуйте еще раз. Thank you, Kevin. How are you? И как у вас дела? You good? Все хорошо? All right, before we break for lunch, you know, one of the most important things for any successful team is to have unity and rhythm, correct? Для любой успешной команды это единство и ритм. Я хочу, чтобы вы все хлопали вместе со мной, но у каждого должен быть свой ритм. Итак, вот что вы делаете. Вам нужно делать так. No, wait. Не так. No. Не так. Okay, let's do it one more time and then we break for lunch, okay? On my count. 1, 2, 3. Раз, два, три. Так. I think we'll do that. Я думаю, что, наверное, мы потом еще потренируемся. Я думаю, что вы просто голодны. Yes. All right, we're going to have a lunch break for 1 hour. When we come back, the next speech is a very important speech. It's about how to create your own bank, the Atlantic Global Bank. Don't go away. Lunch is served right at the back. Okay, we'll be back in 1 hour. All right, enjoy your lunch and we'll see you later. Thank you very much, ladies and gentlemen.